Никита Александрович, ну, сейчас я тебя запутаю. Я Попробуй. тебя запутаю. Почему? Потому что жизнь нас запутывает. И меня запутывает, и Но мы-то распутываем же. моих коллег запутывает. И потом вот возникают всякие вот такие вот истории, которые являются головоломными и, в общем, которые вот приходится вместе разгадывать. Значит, речь идет о 61-летней даме, у которой в 2014 году была То есть, выполнена, когда ей был 51 год. да, была выполнена мастектомия, значит, по поводу рака молочной железы. И тогда дали диагноз инвазивный протоковый рак молочной железы, и в одном лимфатическом узле выявили метастаз. Значит, был поставлен диагноз люминального типа А. Эстрогены 8, прогестины 7, HER2 отрицательный и низкий уровень Ки67 16%. Ей провели адъювантную лучевую терапию, учитывая наличие метастаза в лимфатическом узле, чтобы не было рецидива в лимфоузлах. Ну и дальше она получала гормонотерапию. Причем получала гормонотерапию ингибитор ароматазы в течение значит, достаточно длительного времени. Она получала их 7 лет, с 2000, даже практически 9 лет, с 2014 по 2023 год. И, в общем, ну, лечили полноценно, старались. Учитывая, что он позитивная, 9 лет она получала адъювантную гормонотерапию. Но летом 2024 года, то есть когда уже пациентке 61 год, у нее появились признаки кишечной непроходимости. И появился асцит за счет наличия канцероматоза брюшины. Ей выполнили лапароскопию и взяли биопсию очага с брюшиной. И вот, собственно, у Вот нас да, вот мы его и есть, посмотрим. есть Да, значит, ну, первое замечание, конечно, заключается в том, что все-таки, когда мы ставим диагноз инвазивно неспецифицированный рак, да, или бывший протоковый 10 лет назад, он крайне редко бывает сам по себе люминальный А. Все-таки люминальный А – это всегда специальные типы, а не специфицированный рак. Люминальный А неудивителен, когда у нас тубулярный рак, или криброзный рак, или дольковый рак. Вот это прототипы люминального типа А. Все-таки у неспецифицированного, да, люминальный А бывает, но так сказать, не так часто. Ну, поэтому как бы это всегда повод задуматься, когда ты видишь люминальный А, там со скерозным характером роста и так далее, в общем, сделать какие-то дополнительные тесты. Но что есть, то есть. ну Итак, у вот них, биоптат к брюшины. сожалению, у нас нет того биоптата, и мы не можем о нем рассуждать, но у нас есть биоптат с брюшины, где мы, в общем, видим метастазы перстневидно-клеточного рака по факту. Да, когда мы видим перстневидные клетки с интерцитоплазматическими такими большими вакуолями, содержащими, вероятно, муцин, где-то, так сказать, вот он розовый, да, где-то он совсем светлый. То есть, в общем, Ну и это... логично, что если прошло 10 лет после лечения первичной опухоли, которая прекрасно ответила на гормонотерапию, что это, наверное, возник новый рак, может быть, рак желудка с Да, метастазами по да, брюшине. сметана по брюшине. Но в отличие от перстневидно-клеточного рака желудка, мы видим очень специфическую инфильтрацию жировой ткани. Я уже говорил о паникулитоподобной инфильтрации. Так сказать, когда не формируется вокруг жировых клеток десмопластическая стромальная реакция, когда опухолевые клетки между ними как бы просачиваются, так сказать, образуют какие-то структурки или дискретно лежат дисадгезивно. Но в общем и целом вот при перстневидно-клеточном раке желудка вот такую картину увидеть почти нельзя. Вот такую можно. Да, и то, так сказать, маловато стромы. А обычно мы там докрашиваем панкератин, чтобы увидеть объем поражения, потому что, так Вот сказать, это все раковые клетки? абсолютно. Всегда кажется при перстневидно-клеточном раке желудка, что клеток мало при дисгезивной карциноме желудка. Да, а, так сказать, и на кератине мы их видим больше. А здесь нам не нужен кератин. Клеток огромное количество. Все тотально. Более того, кишечная непроходимость, она, мы уже это обсуждали, наверняка связана с тем, что и подслизистый слой от глотки, так сказать, до прямой кишки, и субсерозный также инфильтрированы вот без формирования десмопластической стромы. То есть наверняка при гастроскопии будет сглаживать складок, и может быть даже при биопсии попадут перстневидные клетки. И в общем, так сказать, если не знать, что у больной дольковый рак никто не ставил, ставили протоковый, запросто можно, так сказать, попасть в вторую опухоль, вот с возрастом возникшей у пациентки. Но для нас... И, конечно, когда было выполнено первичное иммуногистохимическое исследование, то сразу был произведен поиск. Ну, ясно, что в нашем отделении уже народ хорошо ориентирован на то, что
так сказать, мы должны искать рак молочной железы, когда в ЖКТ какое-то неблагополучие у пациентки после рака молочной железы. Ну, вы могли не знать, что ей поставили Да, ну, рак во-первых, молочной могли не железы, знать. потому И, что они написали в направлении. да, и, конечно, Забыли. первичный поиск был произведен, и первый маркер, который был назначен, CDX2, внешний позитивный контроль ткани аппендикса, вот, так сказать, хорошо сработало. Сейчас посмотрим. Красивые Опухоль, цветочки. да, опухоль. Опухолевые клетки полностью негативны. Значит, есть не это весь уже перстневидный, ну не весь, не колоректальный рак. не факт, ну не колоректальный, да, но не весь перстневидный клеточный рак желудка CDX2 позитивный, хотя часто там хотя бы очаговая позитивность есть. Колоректальный рак перстневидный клеточный, он связан с микросателлитной нестабильностью, практически всегда с синдромом Линча, поэтому он тоже теряет CDX2, но очаговая экспрессия, так сказать, нередко сохраняется. Здесь абсолютное, тотальное отсутствие экспрессии, да, поэтому вот этого нет. Не знаю, зачем был сделан ПАКС-8, но чтобы мы его... яичники надо исключить. Ну, перстневидный клеточный рак яичников – это такая история. Вот, все-таки перстневидная морфология не очень характерна, но тоже негативный. И, конечно, в первичной панели была гата. Из птичьего полета уже видно, что Обалдеть. тотальная экспрессия. Ну, это же и ясно, он же был люминальный. Он гормон позитивный. Более того, гормональная терапия была отменена года 2 назад, да, до этой биопсии, Год назад. за год. То есть, в общем, уже это тот клон, который вырос после отмены терапии. Поэтому давления антигормональной терапии не было, и он может иметь заново 8 по эстрогенам, прогестеронам и так далее. И мы это все посмотрим. В общую панель входит ТТФ, я бы тоже это не делал, но не всегда, когда патологи перегружены, у них есть возможность оптимизировать панель. Вот, был сделан панкератин, потому что ну, уже такая что все это рак. привычка, да. А вот красиво, как они выстраиваются друг за дружкой. Да, да, да. Это они Не стоят исключено, как бы за не... квас или Вот все-таки больше за квасом. Как бы не оказалось, что как неспецифицированный классический дольковый рак, потому что вот они, по одной. Это очередь за квасом. Нет, не винный магазин. Не видно. Вот. То Вот есть они. не попарно, не по 3. Да, не попарно, не по 3, либо дискретный, просто при паникулитоподобном росте никогда не формируется цепочка, и то все равно он пытается по одной формировать. Но это, так сказать, ему сложно просто из-за того, что строма другая, и все равно пытаются встать по одной. Вот, панкератин красивый, ну и, конечно... Ниже там эстроген. Я бы хотел убедиться, в эстрогены есть, все-таки екатерин посмотреть, потому что мы же, у нас критерии какие? Мы говорили, что без екатерина нет долькового рака. Вот, поэтому мы понимаем, что это CDX негативный, гата позитивный, с анамнезом молочной железы. Мы убедились, что это метастаз рака молочной железы. И Да. следующим этапом мы смотрим, это дольковая, недольковая история. Да, Потому дольковая, что недольковая когда у нас есть по брюшине через 10 лет после первичного лечения, То есть как раз это первый- третья пятилетка, начало третьей пятилетки, все по классике, реализация, так сказать, эффекта после отмены как раз антигормональной терапии, полностью негативно, никакого аберрантного паттерна здесь нет, и, так сказать, внутренний наш контроль, в это общем, внешний. в смысле внешний, а внутреннего нет, здесь не оказалось брюшины, да, а внешний контроль сработал идеально, вот, здесь просто в этом фрагменте у нас нет внутреннего контроля. Поэтому это, мы четко понимаем, что это метастаз долькового рака. Теперь нам интересно эстрогеновый рецептор, чтобы понять его гормональный статус, для себя понять, в общем, произошла ли конверсия фенотипа или нет. Здесь нет внутреннего контроля, то внешний посмотреть обязательно. Есть в мышечных клетках, есть в эпителиальных клетках, поэтому переходим к опухолевой ткани. Она completely negative. Значит, частично машина, необходимая для работы трансляционных факторов, сохранилась. ГАТА-3 есть, да, а эстрогенных рецепторов нет. Минус. И мы не знаем почему. Сейчас мы посмотрим прогестерон, андрогены и все остальное, потому что на фоне там фактически 9 лет ингибиторов ароматаз, может быть, просто есть уже мутация там эстрогеновых рецепторов, мутация FOXA1 и так далее. И в общем и целом уже без эстрогеновых рецепторов эта опухоль спокойно способна жить. Сейчас мы посмотрим. Прогестерона обычно тоже быть не должно, так как нету активатора классического, да, прогестероновых рецепторов нет. При этом в контрольной ткани все в порядке. Соответственно, давайте в другую просто вкладку войдем, андрогеновые рецепторы посмотрим. Вот это для меня довольно важно. А мы знаем, что там она была гормон позитивная, да, то есть она была люминальная А.
Значит, у нее были 8 и 7 эстрогена и прогестерона, Обалдеть. а андрогеновые рецепторы 8. То есть фактически мы видим трансформацию на фоне адъювантной терапии, да, так сказать, такой андроген депривационный, ингибиторами ароматазы, трансформацию люминального А в его, так сказать, как бы фенокопию внутри трижды негативного рака. В молекулярной апокриновой вот этот люминал, андроген, рецептор, да, в ЛАР, подтип трижды негативного рака. Поэтому мы, конечно, дальше изучим его с точки зрения, сейчас еще посмотрим HER2, обязательно нам это будет интересно. Ки-67. Посмотрим обязательно Ки-67 и 5-й кератин, да, раз уж он трижды негативный формально окажется. А я думаю, это так и будет. Никакой 5-й кератин не появился. Это не базальный. Это не базальный, это андрогеновый. Да, посмотрим Ки-67 быстро. Так сказать, видим уже с птичьего полета, что с контролем все хорошо. А Ки-67 Да низкий. невысокий. Ки-67 невысокий. 20 может быть, да? Но по 3 клетки есть, и так как клеточная плотность невысокая, да, может оказаться 20 с небольшим. Но вот здесь, так сказать, меньше. То есть, в общем и целом, это очень интересная история. Ведь мы прекрасно знаем, что ЛАР – это фенокопия люминального А рака молочной железы. Он характеризуется таким же паттерном метастазирования, таким же характером роста, так сказать, все то же самое, только без эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. Потому что их место занимают андрогеновые рецепторы. То есть ты уже не можешь применять антигормональную терапию, а при этом все остальное то же самое. И тут возникает парадокс, то есть химия это не будет, он фантастически химиочувствительный. Из-за того, что он стал трижды негативным, формально он не стал химиочувствительным. Потому что Ки-67 мало, активированных фибробластов в строме нет, опухолевые клетки пролиферируют медленно, митозов мало, некрозов нет, всего, так сказать, нет, только нет и гормональных рецепторов. Вместо этого у нас андрогеновые рецепторы, так сказать, здесь работают. И вот это, конечно, очень интересная история. Сейчас еще посмотрим HER2, но при такой картине мы не ожидаем никакой HER2 позитивности, он должен быть HER2 негативным. А что вы будете, пока загружается препарат, а что вы будете клинически теперь делать? Ведь катастрофа, огромный объем поражения метастатического, но точки для антигормональной терапии уже нет приложения. Соответственно, у нас, так сказать, HER2 негативная, да, андрогеновый рецептор, но антиандрогеновая терапия не применяется. Что вы предложите этой пациентке, что вы будете делать в такой ситуации? Ну давай я попробую не только сейчас о терапии сказать, я попробую сказать в целом о представлении болезни. Первый пункт. У больной, по всей видимости, с самого начала был инвазивный дольковый рак. Согласен. И она получала адъювантную гормонотерапию в течение 9 лет. И после 1 года завершения гормонотерапии у нее развивается прогрессирование. Причем прогрессирование всех запутало. Прогрессирование в виде канцероматоза брюшины, асцита, кишечной непроходимости. То есть под это дело подходит сразу несколько болезней. Несколько вариантов опухоли. Это может быть и рак желудка, это может быть и рак яичников, это может быть и метастатический колоректальный рак, и метастатический рак молочной железы. И вот, проведя лапароскопию, взяв биопсии и проведя вот такое вот тщательное следствие, вот по этому материалу, который мы взяли, мы по сути раскрутили все представление о биологии этой болезни. Мы выяснили, что это, во-первых, дольковый рак. Что это не был неспецифицированный рак с самого начала или протоковый рак. Мы убедились, что это дольковый рак. Раз. Мы увидели, что он потерял эстрогеновые рецепторы, прогестиновые рецепторы, но сохранил андрогеновые рецепторы. То есть это классическое течение инвазивного долькового рака, гормонопозитивного, который на фоне длительной эстрогеновой терапии может потерять или прогестероны, или оба два рецептора. И теперь перед нами в этой ситуации становится вопрос, что делать? Мы поняли биологию, мы разобрались по вот этому кусочку ткани со всем ходом цепи. Что нам делать? У нас остается только химиотерапия. Какие варианты химиотерапии здесь? Вот я вам один методик нашел, может на него подействует химиотерапия. Значит, я уже говорил о том, что дольковый рак не любит метрономное введение цитостатиков.
И здесь могут быть несколько вариантов лечения. Может быть еженедельный паклитоксел с бевацизумабом. И вот такое метрономное введение может оказаться эффективным у этой больной. Я не знаю, как мы ее лечили или лечим сейчас. Это надо будет залезать в историю болезни и смотреть. Но одним из вариантов назначения терапии это паклитоксел плюс бевацизумаб. Максимально долго, там 6-8 курсов, с последующим продолжением бевацизумаба и переключением на поддерживающую терапию капицитабина. Плюс сохранение бевацизумаба. Это один вариант. А с эндоксаном? Второй вариант. С эндоксаном сейчас есть определенные сложности, его просто сейчас не завозят. Второй вариант, это вот одна из моих любимых схем метрономной химиотерапии, это капицитабин плюс эндоксан плюс бевацизумаб. На вот такую ситуацию, когда каждый день немножечко в организм человека попадает цитостатиков, и учитывая низкую пролиферацию, здесь нет смысла долбать высокими дозами. Здесь есть смысл каждый день немножко цитостатического агента, который обладает еще и антиангиогенным свойством. То есть у нас и метрономка антиангиогенная, и бевацизумаб антиангиогенный, и плюс немножко цитостатика. И мы этим самым будем оказывать компрессию опухоли, не запуская ее в некроз, что сделать практически невозможно, а помогая ей уйти в апоптоз. Тем самым, может быть, освободить на какое-то время брюшину, на какое-то время ее очистить и на какое-то время получить какой-то противоопухолевый. Но вот я помню несколько таких больных. Иногда ведь это время бывает очень длительным. Очень это длительным. годы, так сказать, Да. мы добиваемся клинического эффекта вот фактически терапии, которая вот такая. При этом она легко И она легко переносится, да, легко переносимая, не агрессивная. Да. И насколько я понял, это как раз именно для люминального андроген-позитивного, вот такого с низкой пролиферативной активностью рака молочной железы, Да. так сказать, это вот типично, что долго можно контролировать болезнь этой При этом это мало токсично. Но самое ужасное, что этого нет нигде в клинических рекомендациях. Этот подход в клинических рекомендациях отсутствует. Почему? Потому что трижды негативный рак молочной железы, он перекрывает вообще для подобных подходов, да, так сказать, как бы все. есть некое единое целое, которому есть вот свой собственный подход. Вот все. Вот. Трижды негативный, он трижды негативный. И мы не смотрим сегодня внутри трижды негативного рака молочной железы, а дольковый он или не дольковый, а есть ли там андрогены или нет, а цитокератин 5 будет работать или не будет работать, а какой КИК-67. Да, мы можем удивиться, сказать, вот какой странный трижды негативный рак. Не отвечает на агрессивную терапию. агрессивную терапию. Но он именно поэтому-то и не отвечает, потому что он совсем другой. А как быть, если этого нет в клинических рекомендациях? Вот и начинается. Напишем врачебную комиссию, согласно врачебной комиссии, значит, с учетом индивидуальных особенностей, значит, назначим такую терапию. Но к этому же надо еще прийти, а не просто следовать. Вот есть у тебя поваренная книга, и ты кидаешь столько-то соли в уже соленую воду, да, которая просто из крана течет соленая. То есть вот это как раз и есть та проблема, с которой мы регулярно сталкиваемся, когда принимаем решение о лечении каждой конкретной пациентки. Но без морфологии и тщательного следствия всей этой истории мы даже и к этому прийти не можем. Мы просто ошибемся с диагнозом, будут ли поставлены метастазы перстневидно-клеточного рака без выявленного первичного очага по брюшине, там, в яичнике, по ЖКТ и прочее. Либо кто-нибудь скажет, что это раперстень, значит, наверное, это желудок, и больной будет назначен фолфокс. Да? Либо еще какой-нибудь вариант, что это раз это из яичника взяли, что это будет рак яичников, будет назначен пакликарба раз в 3 недели, который окажется малоэффективным. То есть здесь поле для ошибки, оно колоссально. И вариантов не ошибиться на самом деле немного. Но и даже когда мы не ошибаемся, у нас все равно нет ничего выдающегося. То есть хотелось бы, конечно, иметь какую-то более прецизионную терапию к этой конкретной ситуации, но хотя бы метрономка, она малотоксична, и она не убивает и не приводит к серьезным осложнениям у пациенток, причем зазря, абсолютно зазря. Давайте посмотрим следующий. Никита Александрович, следующий случай у нас такой. Женщине 70 лет. То есть это, в общем, тот возраст, когда
рак молочной железы бывает довольно часто, но у нее в анамнезе 20 лет назад был рак эндометрия и было хирургическое лечение, а 12 лет назад у нее была первая стадия рака почки. То есть это очень частая в настоящей жизни история первично-множественных опухолей. И рак эндометрия был первой стадии вылеченный, и рак почки первой стадии вылеченный. А сейчас, в августе 2024 года, сама пациентка обнаружила у себя образование в правой молочной железе. И обнаружили опухоль чуть больше 1 сантиметра, 11 миллиметров, взяли биопсию. В общем, материал был не очень доступный, но решили, раз есть образование, сделать ей секторальную резекцию молочной железы с биопсией сторожевого лимфатического узла. То есть, так как материал, в общем, оказался по биопсии непонятный, неинформативный и не диагностический. И, в общем, что получилось после резекции молочной железы с биопсией лимфатического узла по поводу первой стадии рака молочной железы? Ну, прежде чем, так сказать, смотреть опухоль, конечно, у пациентки интересный анамнез, потому что у нее в 50 лет был рак тела матки, пускай ранняя стадия, потом был рак почки, сейчас рак молочной железы. Конечно, начинаешь думать в том числе о синдроме Линча, потому что он может начинаться с эндометриоидной карциномы, и внутри синдрома Линча есть специфический вариант рака молочной железы медулярный. Поэтому, так сказать, когда мы приступим к изучению сектора, опухоли в секторальной резекции, мы, конечно, синдром Линча будем иметь в виду, да, так сказать, его держать в голове. И вот с птичьего полета мы видим солидную опухоль, многоклеточную, но с четким контуром. Никаких каких-то отрогов, так сказать, очевидных нет. Вокруг нее, причем, выраженный пролиферативный процесс, там различные виды всякой гиперплазии и так далее. И мы видим даже структуру уже рака инситу, который распространяется по протокам и такой достаточно имеет любопытный вид. Из крупных полигональных клеток, так сказать, непонятно, то ли формирующих пласты, то ли плотно упакованных дискогезивных, но ядра большие, с отчетливыми ядрышками и так далее. В общем, сейчас посмотрим, что будет в инвазивном компоненте. Инвазивный компонент представлен солидными полями из крупных опухолевых клеток с обильной азинофильной цитоплазмой, из полигональных, да, плотно очень упакованных между собой, с такими, признаками апокриновой морфологии. Несомненно, вот есть даже очень крупная клетка с цитоплазмой, так сказать, такой гранулярной азинофильной. Интратуморальных лимфоцитов практически нет. Стромофиброзная, малоклеточная, с грубым коллагеном. Структура рака инситу, практически такие, как инвазивный рак. Здесь, конечно, сразу... Это тоже инситу вот это? Нет, это как раз солидные такие крупные поля, скорее всего, инвазивного. Надо посмотреть, если у них уж больно четкие границы, но если здесь слой базальных клеток, не знаю, может быть и то, может быть вот это еще и инситу, да, ты прав. Вот это вот уже, конечно, инвазивный, несомненно. Тот инситу, да. Значит, дискогезии практически не видно. Вот только здесь, где возникают артефакты, то, что называется nuclear meltdown, да, спекание ядер, здесь как-то вот адгезия между клетками налажена, а вот здесь, например, и не скажешь. Четкие клеточные границы, клетки наши в большом протяжении примыкают друг к другу. И вот это как раз еще один атипичный вариант долькового рака, да, и мы, в общем, впоследствии увидим, что это дольковый рак, и несложно догадаться, что это он, раз о нем идет речь. Ты скажи, пожалуйста, извини, что я тебя перебиваю. Вот ты, когда вот это глядишь, у тебя в голове есть мысль о том, что это может быть дольковый рак? Вот меня Яна Вишневская 20 лет назад научила, что мысль должна быть о том, что здесь дольковый рак, когда ты смотришь на этот препарат. Потому что фишки? Вот тот шокировавший меня солидный вариант долькового рака, он, собственно, так и выглядел. Это были крупные клетки с крупными ядрами, отчетливыми. Я же его, не видя этого препарата, я сейчас его вижу, вот этот именно впервые, да, я описывал по памяти 20-летней давности, так сказать, когда мы в первую часть, да, вели дискуссию об этом. То есть, фактически я описал его, вот он такой и есть. Какие фишки? Наверное, это не первая мысль, что это дольковый. Это не первая мысль. Какие фишки? Фишки следующие. Очень большая дискордантность между
высокой клеточной плотностью, и при этом фактически фиброзным центром. Но так или иначе он бросается в глаза. И некроз. Вот если бы это был, да, это вот следующее, что я хотел сказать, если бы это был трижды негативный рак, здесь в центре был бы некроз. Здесь были бы географические некрозы, а здесь географический фиброз. Несмотря на высокий полиморфизм и отсутствие, так сказать, железистых структур, такие крупные клетки, как бы, точнее, не полиморфизм, это как бы клеточный, цитологический такая, ну вот атипия, но ядерный полиморфизм-то невысокий. Они все, ну, примерно одинаковые. И, в общем, не бросается в глаза огромное количество фигур митоза. Я пока что достоверных, ну, вот так вот. Ясно, что надо на большем увеличении, так сказать, их усиленно искать и так далее. Но вот не бросилось в глаза пока ни одной патологической фигуры митоза. Вот при такой колоссальной клеточности, таких здоровых клетках с обильной цитоплазмой, там, со всеми пирогами, где трехполюсной митоз в конце-то концов? Где трехполюсной митоз? Вот, похоже, да, первый из тех, что когда я, так сказать, стал уже более внимательно это обращать внимание, при том, что когда мы видим агрессивные формы рака, вот с такой клеточностью колоссальной, а вообще строма нет в этом препарате, а это, ну, фактически увеличение какое там, аналог где-то двадцатки, да, здесь, ну вот митоз еще, хорошо, вот еще один попался, второй из таких очевидных. Но здесь должно быть по несколько митозов на препарат. А здесь этого ничего нет. Поэтому, конечно, ты начинаешь цепляться вот за эту дискордантность. Вроде бы, так сказать, фантастический клеточный опухоль. Интраопухолевых лимфоцитов нет. Голубой стромы с активной миофибробластической реакцией нет. Зональность. Некрозов нет. Зональность связана, как в люминальных раках, классических, с центральным, так сказать, розовым рубцом. Митозы не бросаются в глаза. И вот тут, конечно, начинаются уже сразу вопросы. Не какой-либо это специфический вариант рака. Да, он все равно будет агрессивный. Даже если это будет дольковый рак, это атипичный вариант долькового рака, не классический. Здесь нет вот этих очередей из опухолевых клеток. Это солидный вариант, солидные поля. То есть тут жди всяких разных фокусов. Но как бы, то есть он не будет люминальный аужа. Но все равно это не вот тот трижды негативный рак, который, так сказать, как бы, когда ты видишь такие четкие клеточные, точнее, границы узла, да, вот ты как бы предполагаешь по умолчанию. Теперь посмотрим его иммуногистохимическое исследование. Посмотрим сразу Е-кадгерин у этой пациентки. Здесь внутренний контроль очень хороший, потому что много всяких разных пролиферативных процессов, поэтому, по идее, все, так сказать, должно с ним быть понятно. Вот, посмотрим. Есть отчетливая мембранная реакция в люминальных клетках, в базальных ее нет, и опухолевая масса полностью лишена экспрессии Е-кадгерина. Поэтому фактически вот это ощущение того, что это должен быть солидный, что это может быть солидный вариант, вот, кстати, внутренний контроль очень хороший, долькового рака, оно, в общем, оказалось достаточно верным. Хотя, конечно, ну, див-диагностика, естественно, была, так сказать, но вот мы понимаем, что мутации в протоковом раке Е-кадгерина это там сильно меньше 2%, преобладают миссенс-мутации, поэтому он и не приобретает дольковую морфологию, да, и, так сказать, антителами, ну, часто при миссенс-мутациях антитела видят экспрессию Е-кадгерина. Поэтому здесь вот у нас совпадает, то есть вероятность ошибки из-за ложного срабатывания теста, да, вот так назовем, из-за ложного срабатывания теста, то есть когда Е-кадгерин выпал, и это при этом протоковый рак. Вот вероятность этой ошибки, она крайне мала, потому что в протоковом раке, даже если мутация соматическая Е-кадгерина будет, она все-таки будет в основном носить миссенс характер и будет сопровождаться экспрессией белка и сохранением на мембране эпитопов, которые у нас есть. То есть он не будет приобретать дольковую морфологию, не будет иммуногистохимической потери. Поэтому все-таки это достаточно надежный признак. Когда у нас есть морфологически
подозрение на классический или атипический дольковый рак и есть полное выпадение экспрессии Е-кадгерина, это значит, что в опухоли произошла фрейм-шифт мутация, которая, собственно, привела к тому, что у нас вырос дискогезивная карцинома выросла, да, ну, то есть, иными словами, дольковый рак. Поэтому здесь вот ошибки этой бояться не стоит. Это очень важная история. Александрович, вот у меня вопрос. Вот мы посмотрели больную, у которой явно нетипичная форма долькового рака с самого начала. Вопрос. Имеет ли смысл добавить Е-кадхерин в качестве дополнительного маркера к той стандартной четверке, которая у нас есть? Потому что обычный бы патолог поставил бы, что это не специфицированный рак. Потому что он не похож на дольковый рак, вот, классический. Вам Яна показала, Вишневская Яна Владимировна, там 25 лет тому назад. Вот вы несете с собой это знание, да? А кому она не показала, он это знание не несет. И вы, значит, кому тоже, многим кому не показали, значит, они тоже это знание не несут. Может быть, Е-кадхерин нужен вот в рутинной панели, чтобы не упускать дольковый рак из виду? Вопрос сложный. Если эпидемиологически мы придем к той ситуации, когда дольковый рак, вот истинный во всех его формах, дольковый рак с настоящей потерей кадгерина, да, будет составлять там реально 15%. Так он реально столько и То составляет. есть, если это по-настоящему будет каждая седьмая женщина. Так и 15% это каждая седьмая женщина. Так и есть. Я не уверен в этом. Ну, может быть, каждая восьмая. Если бы это было так, не исключено, что это и вправду был бы полезный тест, потому что все-таки каждая седьмая это Я достаточно расстрою. много. Их много, Никита Александрович, их много. У нас что не обсуждение сложного случая, так у нас все время дольковый рак выскакивает. У нас непрерывно, мы его боимся как огня, потому что сразу же вопрос, а что с ним делать-то? Как его лечить-то? У тебя в клиниках каких-то описаний нет. У тебя вот есть только вот там дал гормонотерапию с ингибиторами CDK4/6. Ты 20 месяцев, 24 контролируешь болезнь, а что потом-то? Ну да, хорошо, 5 рекей определили. Но 5 рекей у нас пока только один препарат, и достаточно непростой. А женщины бывают возрастные, с сахарным диабетом. То есть ты тоже ингибитор 5 рекей не назначишь. То есть я к чему веду? Что у нас... На самом деле я не буду углубляться в этот случай, но здесь же Е-кадгерин не зря сделан отдельным направлением. Я думаю, тут тоже его изначально не сделали. Я не удивлюсь, если был исходно. Здесь тоже у нас протоковый рак поставлен. А потом, когда, так сказать, случай от вас вернулся, потому что сейчас мы посмотрим его дальше, что-то в нем было нетипичное, стали разбираться, кому-то в голову пришло доделать Е-кадгерин. Поэтому здесь, так сказать, тоже не просто так, он в другом направлении совершенно. И мы отдельную вкладку для Е-кадгерина открывали. Так сказать, если уж так карты все раскрывать, на стол класть. Ну, так это... Поэтому мы просто не ковыряли, так сказать, по датам, когда что было сделано. Но Е-кадгерин точно был сделан не в рамках общего иммуногистохимического исследования, а после него. И, так сказать, это наводит меня на мысли, что этот случай был, так сказать, сейчас, так как у нас тема дольковый рак, мы, в общем, примерно понимаем, о чем думать. Не факт, что при первичном диагнозе даже в нашей команде, так сказать, это было так расценено. Поэтому это вопрос очень хороший, что если мы просто из чего проистекают все рекомендации о минимально необходимой диагностической панели? Из того, что никогда дольковый рак не выделялся в клинических исследованиях, и про него нет у нас доказательной медицины, да, и, так сказать, чего его тогда и смотреть-то, раз про него, так сказать, evidence-based нет. Вот по мере того, как это будет появляться, я думаю, что там пройдет 5 лет, и мы из NCCN будем копировать в наши национальные какие-нибудь рекомендации, что нам нужно тоже делать всем Е-кадгерин. Пока NCCN-ский обком нам не укажет, мы делать не будем. Вот я против такого. Я считаю, что у нас достаточно своей головы на плечах, чтобы уже сегодня понимать, что это крайне важная история, и начать это делать просто потому, что это нужно для пациентов. Я не считаю, что мы глупее, чем NCCN. Да, мы, может быть, не такие организованные. Это я согласен, что там сидит толпа народу, которая более организованная, и они могут печатать рекомендации, их обновлять, заниматься и так далее. У нас просто и людей-то поменьше, и организация похуже. Но в целом
уж точно не глупее, и можем вполне для себя, вот в той же Москве, допустим, Но пока я, конечно, рекомендовал во всех подозрительных, хоть Да. маломальских случаях его однозначно делать, потому что это важная история. Конечно. И, так сказать, совершенно другое восприятие болезни клиницистам, когда мы ставим Долькова рак. Это однозначно так. Это и главное, что мы должны его формулировать как атипичный вариант и так далее. То есть вот и со всеми пирогами. ждать подвоха. И ждать подвоха. Ждать подвоха. Значит, это мы смотрим эстрогеновые рецепторы. Здесь, к счастью, хороший внутренний контроль, поэтому внешний не нужен. Ну и мы видим, так сказать, выраженную экспрессию. Там, восьмерочка, да? Самая восьмерка по Олреду. Здесь из-за того, что просто ядра и клетки большие, часть ядер как бы горбушки только срезаются, поэтому интенсивность будто бы падает. На самом деле это все равно 8 баллов по Олреду. Просто когда клетка тоненькая, она вся попадает в срез, они все на одной волне. А когда цитоплазма огромная, эозинофильная, где-то горбушка сверху, где-то снизу, оптическая плотность диаминобензидина меньше, и вот в этих маленьких горбушечках, да, создается ощущение, что они слабее окрашены. Нет, это просто меньше оптическая плотность. Там, где ядро на всю толщу, там, так сказать, окраска хорошая, на трешку здесь все хорошо. Смотрим прогестерон. Я думаю, что достаточно быстро мы его посмотрим. Я думаю, поэтому мы стали ковырять екатерин и все остальное. Да, потому что прогестерон. Да, потому что пациент потерял, опухоль потеряла прогестерон, и, так сказать, тут уже дальше начались вопросы, а не поглубже ли нам изучить эту тему. И появились дополнительные маркеры. Да, это важно, потому что это уже очень плохая история с той точки зрения, что независимо от Ки-67, мы прекрасно помним, что это уже люминальный Б по умолчанию. Как минимум люминальный Б. Потому что полная потеря прогестерона – это хуже с прогностической точки зрения для люминального рака, чем даже приобретение HER2 позитивности. Потеря прогестерона хуже влияет на общую выживаемость, чем появление HER2. Теперь посмотрим HER2, да, по нашему алгоритму классическому. И мы видим второй фокус. HER2, причем более того, рабица-то выглядит точно так же, как выглядел бы солидный вариант протокового рака. И, так сказать, на дольковый рак через паттерн окраски HER2 здесь выйти невозможно. И инситу тоже HER2 позитивный. То есть это ранняя мутация HER2, которая возникла... Амплификация. Я просто это как бы синоним, то есть амплификация можно тоже мутацией назвать. Это раннее молекулярное нарушение HER2, ранняя амплификация, которая возникла в раке инситу, и, соответственно, ее в полной мере унаследовал инвазивный компонент опухоли, а вот внутренний негативный контроль, протоки, какие-то гиперпластические процессы, в которых там HER2 ультра-лоу, то есть что-то на единичку есть. Вот здесь, кстати, довольно специфическая перекрестная реакция, гранулярная цитоплазматическая, да, это никакая не амплификация, это перекрестная реакция, иногда клон 4P5 на неизвестный антиген дает перекрестную реакцию. Итак, мы имеем дольковый, как мы уже понимаем, атипичный дольковый рак, солидный вариант строения, люминальный тип, HER2 позитивный, с полной потерей прогестерона. То есть это прогностически, но одна из, в общем, самых неблагоприятных ситуаций, да, агрессивнее только негативный рак. Но есть мишень. И это, так сказать, дает огромную надежду, потому что здесь... А вот у меня вопрос. На большой... У него... Сейчас, я понимаю. Он HER2 позитивный в неинвазивном компоненте. Да. А неинвазивный компонент, он протоковый или дольковый? Дольковый. Дольковый? Дольковый. Он абсолютно такой же, екатерина там тоже нет. Ага, то есть это был неинвазивный дольковый рак, то есть дольковый рак инситу, который по какой-то непонятной причине стал инвазивным дольковым раком солидного типа, сохранив HER2 гиперэкспрессию, но потеряв уже прогестины. Да. Причем прогестины в инситу тоже потеряны. Здесь надо ставить серийные срезы. Да, я екатерин, но здесь дольковый рак в этом же препарате. И он негативный. То есть тут был бы, если бы дольковый рак был инситу, если бы дольковый рак был позитивный, то мы бы это увидели. То есть здесь абсолютно одинаково и инситу компонент выглядит, и инвазивный. Они оба потеряли прогестерон, это раннее молекулярное нарушение, и у них и там амплификация HER2. Вот что заставило здесь подергаться. Да, я думаю, что после этого пошел в ход екатерин и другое, что Ки-67 низкий. Он здесь как бы плохо окрашен, конечно, я бы переделывал его, хотя контроль окрашен хорошо. Вот здесь явно
Здесь, так сказать, как положено, светлые заросшие центры, из глубины, так сказать, градиент к просвету крипт и так далее. Ну вот, может быть, можно было переделать, но он здесь не будет фантастически высоким все равно при таком. Поэтому, да, вот эта дискордантность. Помните, у нас же был, это же случай, где все дискордантное. Вроде бы солидный рост, казалось бы, агрессивная опухоль, при этом метозов мы не видим. И на Ки-67 мы не видим методических Так это фигур большого количества. Но вот вроде бы вот это анафаза, скорее всего, да. То есть их плотность метозов невысокая. Но вот это вот, так сказать, метафазная какая-то пластинка похожая, такая закукоженная. То есть здесь не так и много методических фигур, потому что они на Ки-67 же тоже хорошо видны. Ну, явно менее 20. Да. Вот явно, вот если тут же... Ну ладно, перекрасим будет, может быть, и 20. Тут дело не в этом, но он будет как бы как у люминального Б. Но вот эти вот все несостыковки, которые начались с самого начального просмотра, когда какие-то признаки агрессивного течения, а другие индолентного, они, конечно, так сказать, заставили как бы, ну, прийти к тому финальному диагнозу правильному, к которому мы пришли. Потому что если бы мы не дошли здесь до сольного варианта долькового рака, так сказать, команда ребят не отобрала бы его для этого вебинара. Вот. И, в общем, мы бы его просто не увидели. Поэтому, но это вообще, конечно, фантастически интересный случай. Теперь вопрос, как он себя будет вести биологически? Потому что в одной опухоли есть одновременно признаки агрессивного течения, так сказать, и не очень. Вроде бы пролиферативная активность не дотягивает, там некрозов нет, да, вот всех этих атрибутов как бы нет. С другой стороны, минус прогестина и HER2. Вот вопрос. P53 здесь может быть? Слушайте, это очень хороший вопрос. Я бы его посмотрел, я думаю, мы это сделаем обязательно. И если он окажется мутант по P53, мы просто допишем этот небольшой хвостик к этому случаю на 3 минуты. Вот. То есть мы найдем виновника. Да, мы можем найти виновника геномной нестабильности, которая повлекла за собой и морфологию, так сказать, и все остальное. Вот это хороший вопрос. Отлично. Но вывод, который случай не доигран, да, так сказать, но вывод, понятно, что адъювантную терапию, исходя из клинреков, а какая, кстати, здесь будет адъювантная терапия, исходя из стадий? Ну, ведь здесь же получается Т1Б, 0R0. Ну, Т1Б на грани Т1С, да, 70 лет. Я думаю, что, учитывая, что она все-таки HER2 3 плюса, да, мы назначим ей адъювантную терапию еженедельный паклитоксел плюс трастузумаб, потом трастузумаб до 1 года и дадим гормонотерапию ингибиторами ароматазы. Понятное дело, что их эффективность снижена в условиях выключенных прогестеронов, но она не нулевая. В отличие от тамоксифена, кстати. Тамоксифен имеет близкую к нулю эффективность у больных, у которых прогестероны минуснулись. А здесь все-таки эффективность, она может быть. Поэтому, вот, учитывая, что это небольшая опухоль, я думаю, что прогноз в целом у пациентки определяется размером болезни. Был бы большой размер, можно было бы хвататься за голову. А маленький размер, все-таки есть хорошие шансы на... Я думаю, что мы понаблюдаем за ней, так сказать, и доделаем P53, потому что вот это случай, так сказать, большой неопределенности. Сделать ради интереса. Да, и сделать PI3K на НГС, потому что вот это случай, конечно, большой неопределенности, когда ведь в маленьких опухолях, я помню, в Сан-Антонио, так сказать, чуть не в 2018 году был первый раз доклад, когда взяли, тогда, правда, взяли еще более мелкие, так сказать, опухоли, которые были обнаружены на скрининге, там Т1С не входили, и, так сказать, изучили прогностическую роль обычных классических факторов. Так вот, выяснилось, что у трети больных такие наши прогностические факторы, как грейд, Ки-67, HER2 статус, на маленьких опухолях не предсказывают прогноз. То есть тогда, когда она маленькая, мы не понимаем. У нас какие-то, так сказать, как бы, когда появились отдельные агрессивные черты, это уже как бы первые ласточки агрессивного течения, они просто обогнали другие. И другие не подтянулись. То есть тут уже потеряла она прогестин, и HER2 появились. Это обогнало, так сказать, там, пролиферативную активность. Еще метозы не подтянулись, Ки-67 не подрос, некрозы не появились, она просто еще маленькая пока, да. Эти факторы еще не успели реализоваться фенотипически. И поэтому это по-настоящему агрессивная болезнь, которая поймана на ранней стадии, Т1Б, и как бы, так сказать, еще просто не реализовались остальные все до полного букета. Или, так сказать, какие-то факторы забежали вперед, но она, так сказать, относительно индолентная по своему биологическому течению, ничего больше не будет. Вот они чуть-чуть обогнали, так сказать, и на этом как бы и точка. Она потому и маленькая, что другие факторы не подоспели, и эти не реализуются в полном объеме. Да? Вот мы на маленьких опухолях этого никогда не знаем.
И здесь, так сказать, вот онкотайп DX21, он именно из-за этого и выстрелил. Потому что он позволил по генной сигнатуре уже из 50, там из 21 гена, потом пап 50 из 50 генов, там мама страт, так сказать, из 70 генов, или мама принт. Вот. Он сказал, что да, мы лучше разберемся, мы как бы на весы положим либо индолентного, либо агрессивного течения. Вот в этих опухолях, в маленьких. А мы на весы положим размер. И это, оказывается, имеет самое большое значение. Я же не против. Тем более все равно нет ни того, ни другого. У нас есть только ПАМ-100 с неизвестной клинической Положим размер и хорошую, качественную морфологию. И по ней будем принимать решения. Я думаю, что в конечном счете результаты будут как минимум не хуже. Да, но в общем здесь мы доделаем 5-3К и P53, потому что, так сказать, пациентка никуда не опаздывает. Вот у нее сейчас адъювант ей предстоит, она уже, так сказать, в процессе. И как бы сможем, если что, добавить. Так, а следующий случай? Так, следующий пациент преклонного возраста женщина, 81 год, у которой маленькое образование, которое выявили во время диспансеризации. Да, и такие женщины такого возраста проходят диспансеризацию. В данном случае обнаружили опухоль в левой молочной железе размером 10 на 6 миллиметров клинически. И сделали ей трепанобиопсию. И вот у вас трепанобиоптат. Меньше сантиметра. Да. Практически клин. Так, трепанобиоптат. Ну, здесь вот жировая ткань молочной железы, фиброз. Ну, обычный какой-то low-grade, гормон-зависимый, обычный неспецифицированный рак, представленный тубулярными структурами, так сказать. И зачем вы ее сюда взяли? В чем прикол? Дальше сосуды, дальше какой-то скерозный рост цепочками, но тут вот есть и по 2, и по 3 и так далее. Снова какие-то цепочки. Ну, кто-то стоит за хвостом. Кто-то стоит, да, какая-то пошла тема. Но это обычно может быть скерозный рост, не рака. Потом у нее снова идут протоки, тубулярные структуры, как бы и снова какие-то цепочки. То есть и то, и то. Ну, здесь, конечно, очень интересно посмотреть ее на предмет комбинированной карциномы, потому что ясно, что есть... Вот это дольковость? Да, это дольковость. А ну покажите протоковость. Выраженный фиброз, нет тилсов, цепочки, так сказать, один за другим, да, как очередь. Но есть вот тут какие-то все равно как бы тубула замятая какая-то, зажатая. Вот здесь по 2. То есть это может быть и протоковый рак, скерозный рост. Я вот здесь никакие ставки делать не буду. А это обычные тубулы внутри этой опухоли. Вот они, ветвящиеся тубулярные структуры. И здесь, кстати, и фибробласты другие совершенно. Здесь уже более голубая строма, куда более активные. Вон, вот среди них тут. Нет такого структурированного четкого коллагена. Он как бы такой массой, который мы видим, когда у нас вот, скерозные структуры. Здесь вообще как рубец какой-то келоидный, то есть много его. Сейчас посмотрим екатерин. Это вот то, с чего здесь надо начинать. Диагностику. У нас там был один проток внутри, как внутренний контроль. Опа. Он был внутри тубулярных структур. Вот они. Да, вот это неожиданно. Я думал, что будет она либо вся екатерин позитивная, либо она будет дихотомически делиться. То есть тубулы будут екатерин позитивные, а цуги вот эти. А вот это что? Это кровь. Будут екатерин негативные. Это кровоизлияние, да. В трепане. Угу. Вот есть немножко чего-то такого непонятного, что это за екатерин, где он. Здесь это нерв, а это нерв. Это структура нервов, в них есть екатерин. В периневрии где-то в каких-то клетках. Вот так. Это какие-то, может быть, остатки базальных. Да, вот это сюрприз. Ну, как бы у нас есть тубулярный вариант долькового рака, и мы знаем, что могут быть тубулы и вправду, так сказать, и вот среди зарубежных экспертов здесь мнение разделяется. Конечно, здесь очень важно тоже знать мутацию екатерина, какая, так сказать, она. Кто-то считает, что здесь надо ставить комбинированную дольково-протоковую карциному, кто-то ставит дольковый рак в чистом виде с атипичным паттерном в виде вот таких тубулярных структур, потому что они за собой потянули атипичную строму. Даже здесь видно вот огромное количество ядер, миофибробластов таких, как бы, ну вот как культуральные фибробласты они выглядят, да, как в культуре такие, с расширением на одном конце. Вот, это достаточно активная опухоль. Давайте посмотрим ее рецепторный статус.
не будет ли здесь гетерогенности какой-то внутри рецепторного статуса. Да? Ведь мы же уже морфологическую гетерогенность видим, по екатерину нет. Значит, вот то, что цуги гормон позитивное, то, что тубулы гормон позитивное, да, тоже. Здесь пока все ок, переходим в эту сторону. Так, ну какие-то это может быть сосуды ветвятся, это не опухолевые клетки. В общем, здесь пока и цуги, и тубулы все эстроген позитивные. Быстро прогестерон залипло. Так, прогестерон. Прогестерон что-то как-то не так хорошо. Прогестерон не так хорошо. Посмотрим поближе. Значит, немножечко среди цуг. Но меньше 20% клеток. Люминальный Б по определению независимо от фокусов СКИ-67. Полностью потери здесь. Это оценивать мы не можем. Поэтому дайте-ка я сейчас вернусь. Но с контролем все-таки все в порядке со внешним, поэтому прикопаться нельзя. Вот еще раз мы говорим о том, что во внутреннем контроле теряется и, так сказать, его использовать нельзя. Так, вот здесь немножечко снова, но меньше 20%. То есть это опухоль, несомненно, люминальная. Так сказать, такой... Но прогестерон негативный. Но прогестерон негативный, значит, она люминальная Б. Не буду отступать от своего алгоритма. HER2 статус. 2 плюс 1 плюс. 2 плюс А. А в цугах 0-единица, то есть ультралоу. Значит, все-таки морфологическая гетерогенность в этой опухоли была не зря. И по HER2 статусу мы ее очевидно И видим. по HER2 статусу мы видим ее очень хорошо. Сейчас посмотрим здесь. Здесь, где больше, так сказать, цугов. Так, а где больше тубул. Ну, здесь как бы единица. То есть, вот предыдущий случай, да, где у нас был HER2 снова в нерве. И КИ-67 сейчас посмотрим. Любопытно. Клональная гетерогенность налицо. Смотрите, какой низкий, где она имеет дольковую морфологию. И, в общем-то, не такой уж низкий. И пошел расти там, где у нее растет HER2. Снова зона, где, так сказать, такая склерозный рост. И снова, так сказать, больше. Но здесь был HER1. Даже внутри тубулярного компонента HER1 меньше КИ-67, чем HER2. То есть тут вообще мы видим просто клональную трансформацию в ходу. Вообще, конечно, этот случай очень необычный. Я даже удивлен. Вот меня все время удивляет, откуда они их, так сказать, ребята их берут вообще, как они ухитряются это подбирать все. Потому что, с одной стороны, вот здесь к вашему вопросу, делать ли всем екатерин. Здесь екатерин сделан в рамках того же самого исследования. Все-таки здесь, так сказать, патологи наши, ребята заподозрили дольковость сразу. Ну, по части болезни. Да, по части болезни заподозрили. Да, вероятно, шли на комбинированный, так сказать, дольково-протоковый рак, получили полное выпадение везде. Стало понятно, что это атипичный вариант долькового рака, у которого возврат к тубулярной как бы гистологии произошел вторично из долькового рака в процессе приобретения дополнительных молекулярных нарушений. Потому что тот компонент, который тубулярный, он более агрессивный с точки зрения КИ-67, с точки зрения фибробластической стромы, появления опухолевых инфильтрирующих лимфоцитов, чем тот, который, вот где очереди за квасом, да, у него, так сказать, здесь нарастает копийность гена HER2, и я думаю... Может быть, еще не до HER2, который настоящий. Настоящий, да. Но в общем и целом, так сказать, через пару рецидивов будет уже и настоящий. Так. То есть поймать в каком-то рецидиве, если, не дай бог, там в головном мозге будут потом когда-то метастазы, так сказать, через какое-то время и так далее, что там будет уже HER2 позитивный компонент, это как бы или в печени, это уже, так сказать, ну, Будет неудивительно. Будет неудивительно абсолютно. И самое важное, что исследования были такие, которые показывали вторичное появление тубулярных структур в классически выглядящем дольковом раке. Ведь тот дольковый компонент, который здесь выглядит как дольковый, он как бы похож на классический дольковый рак. Да? Так вот, в силу чего? Это как раз то, о чем мы говорили, когда я показывал слайд с разными клонами. Вот если бы мы здесь покрасили клоном 36, я у кого-нибудь из коллег его попрошу, это интересно доделать, вот здесь бы был бы дольково-протоковый рак, потому что по литературным данным 36-й клон как раз вот в таких тубулярных структурах за счет перекрестной реактивности с П-кадгерином, да, то есть Е-кадгерин потерялся везде, а П-кадгерин
эти тубулярные структуры становятся тубулярными за счет экспрессии P-кадгерина de novo. И вот как раз тут, так сказать, 36-й клон дал бы перекрест, и, соответственно, так сказать, с большой долей вероятности я предполагаю, что покрасил бы эти структуры, но только антитело было бы, название на нем было написано Е-кадгерин, да, окрасило бы оно П-кадгерин за счет перекрестных взаимодействий. То есть такая вещь описана, когда в процессе трансформации классического долькового рака вот в такой атипичный, так сказать, тубулярный паттерн, где тубулы формируются за счет появления новой молекулы клеточной адгезии, которой не было в исходном клоне. Называется она P-кадгерин или CDH3. Да, Е-кадгерин это ген CDH1, а P-кадгерин из того же самого семейства CDH3. То есть третий, да, кадгерин. Вот, так сказать, меняется морфология. Но она меняется не просто так. Всегда в основе этих изменений лежат молекулярные события. Абсолютно. И вот эти молекулярные события здесь имеют отражение. Мы не знаем какие. Но мы видим отражение, что здесь появилось резко нарос индекс Ки-67, раза в 3 относительно, так сказать, классической части, и пошло увеличение копийности гена HER2. Вот теперь давай мы с тобой поразмышляем, а что бы мы доделали? Вот почему, какие нарушения... Я бы, конечно, доделал бы здесь P53. Если мы Да. получим клональную гетерогенность по P53, это будет абсолютная пушка. Вот. Второе. Растет HER2, да? У нас пока мы не знаем данные по фишу. Ну, так выглядит, наверное, кажется, фиш негативный. Да, скорее всего, будет фиш амплификация, негативный. или будет амплификация Там низкой какая-то степени. 4-я группа будет. Да, что-то там амплификация будет фиша, да. низкой степени. потому что То есть он уже- пока будет увеличение копийности. Да, он уже... Но, а мутация HER2 может появиться? И мутация HER2 как раз вот там, где растет гиперэкспрессия. Или это не связанные вещи? Ну, такая гиперэкспрессия, она все-таки обычно связана с увеличением копийности. Но ведь есть же одна интересная вещь. У нас ведь может быть увеличение копийности аллеля дикого типа, а может быть мутантного. И, так сказать, увеличение копийности мутантного аллеля для всего семейства EGFR это достаточно частый молекулярный феномен. Поэтому вот если здесь будет мутация HER2, то как бы, ну, условно говоря, амплификация и трансформация в амплификацию этой опухоли будет особо и не нужна. Потому что уже мутация, так сказать, приведет к гиперактивации рецептора, так сказать, да, и там к PI3K каскаду, к активации, ну, фактически конститутивной, без мутации PI3K и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, тщательное молекулярное исследование таких гетерогенных опухолей, оно очень важно. И, Ну, PI3K тоже надо сделать. Естественно. Не PI3K, вот этот вот PI3K. да, ну весь этот PI3K, Да, АКТ, так сделать сказать, просто да. до кучи, потому что тоже интересно понять вообще, подлежит ли вот эта история, потому что мы понимаем, что он наверняка есть в базе, если он есть. PI3K мутация, да, или вообще мутация в этом каскаде. Но на нее ли наслаивается P53? Да, и тут, конечно, очень важно аллельную частоту сравнивать, так сказать, всех мутаций, если ты не сделал микродиссекцию этих клонов, ну, что не всегда, так сказать, особенно когда нет такой четкой границы, вообще легко сделать. Особенно классического клона здесь маленькая представленность, да, поэтому его будет недостаточно для НГС. Ясно, что здесь будет делаться тотальный образец. Здесь, конечно, аллельную частоту нужно будет смотреть, потому что если мы увидим, что аллельная частота там HER2 будет в 2 или в 3 раза выше, так сказать, там других мутаций, мы уже будем понимать, кто где, да, что, так сказать, у кого-то копийность нарастает именно мутантного аллеля, кто-то субклональный. Это очень косвенные данные, они, конечно, напрямую их интерпретировать нельзя, но в общей картине, при их сопоставлении с хорошей морфологией, эти данные тоже могут дать дополнительные, так сказать, какие-то мысли, да, для дальнейшего тестирования, наблюдения больных, там, ретестирования метастазов или при прогрессировании. То есть мы уже будем понимать, так сказать, каким образом происходит клональная эволюция. Когда мы говорим о дольковом раке, значительно чаще возникает желание сделать, так сказать, таргетное секвенирование нового поколения, причем не, так сказать, только на PI3K каскад и его компоненты, да, то, что мы сейчас делаем в рутинном плане, так сказать, изучаем мутации для метастатической болезни, да, но мы это делаем рутинно уже для люминального рака. Здесь, так сказать, значительно больше спектр генов, которые хочется увидеть. Конечно, несомненно, эстрогеновый рецептор, да. Один. Конечно, несомненно, FOXA1. Мутации Е-кадгерина несколько раз говорили, что хотелось бы видеть, какая она. Так сказать, мутации PI3K каскада, там, мутации P53. Да, то есть здесь, в общем, мутации HER2. То есть, вот когда мы смотрим протоковый рак и размышляем о нем, ну там, кроме того, чтобы иммуногистохимически досмотреть P53, так сказать, посмотреть там PI3K, да, и знать БРК статус в определенных условиях, там, в общем, больше ничего особо не хочется сделать.
более-менее пока, да. Ну, более-менее хватает, так сказать, на текущем этапе понимания болезни уже, так сказать, классических предикторов, прогностических предиктивных факторов. С дольковым раком же совершенно не так. Здесь совершенно другая палитра тех данных, которых нам не хватает для того, чтобы лучше понимать портрет болезни, лучше его воспринимать. Тогда, когда мы как дольковый рак воспринимали только классический дольковый рак, конечно, нам тоже почти ничего не нужно было. Чего он там? Но когда, так сказать, мы начали смотреть на клональную гетерогенность, клональную эволюцию, атипические варианты долькового рака, тут, так сказать, вдруг как-то одна болезнь у нас по мановению волшебной палочки превратилась в 7, 8, 9. И здесь, конечно, уже, так сказать, совершенно другая палитра данных, которая нам необходима. Как это в дальнейшем, так сказать, будет рандомизация этого происходить и так далее, ну, в общем, я думаю, либо никак, либо робот Федор нас научит. Да? Одна надежда на искусственный интеллект. Хорошо. Или вы не согласны с этим? Не знаю, я думаю, что самый хороший искусственный интеллект это человеческий. Это под замком, да? Самый хороший искусственный интеллект это мертвый искусственный интеллект. Да. То есть тот, которого нет. Может и так. Так. Но в целом это, так сказать, то есть вот у меня давно, ну, условно говоря, при разборе случаев, да, ведь мы же много сделали встреч взглядов, но никогда мы не обсуждали... Да ладно, ну я имею в виду часов. Но не было у нас столько, так сказать, вот никогда не чесались руки сделать столько молекулярных тестов, как здесь, потому что очень много вопросов, на которые мы не можем ответить классическими средствами, потому что весь классический анализ, он, так сказать, под протокового или неспецифического типа рак разработан. Дольковый рак не имелся в виду. Как бы считалось по умолчанию это люминальный типа, вот, так сказать, там ему и место, а люминального типа почти не бывает. Поэтому долькового рака почти нет, мы, так сказать, как бы его не берем во внимание. Да, так же, как и молекулярная апокриновая и так далее, и так далее. То есть они где-то были на периферии интереса научного. В то время, как, так сказать, выясняется, особенно когда частота его начинает в популяции нарастать по каким-то причинам, что это, так сказать, целая вселенная, с которой, в общем, мы не очень понимаем, что делать сейчас. Абсолютно согласен. Никита Александрович, значит, ну вот мы с тобой сегодня разобрали теорию, подходы к лечению, поняли, что подходы к лечению для долькового рака плохо разработаны. Теория вроде есть, но и она далека от совершенства, и она требует отдельного абсолютно осмысления и не только более вдумчивой гистологии, иммуногистохимии, понимание происхождения болезни и, исходя из этого, ее поведения. Более частое проведение НГС, да, и мы уже прикинули, какие, собственно, панели НГС должны у нас быть. И вообще в целом, вот, и разобрали 5 случаев, причем все 5 случаев, они, в общем, разные. Есть и классический тип, а 4 случая были, в общем-то, не классического варианта. И они даже... Да, был альвеолярный, солидный, тубулярный, в общем, был с печенечно-клеточной трансформацией, да, и вот такой вот гетерогенный. Да, то есть, когда есть и последний вот случай, где, в общем, часть обычная, а часть уже начинает перестраиваться в что-то необычное, да, то есть переход одного в другое. То есть мы видим огромную вариабельность долькового рака, который, на мой взгляд, вообще является отдельно стоящей просто темой рака молочной железы. Его нельзя размывать внутри суррогатных молекулярных подтипов рака молочной железы. Согласен. Он должен идти вот своей дорогой, и мы должны самого его разбирать и к нему подбирать ту или иную терапию. Конечно, это будет сделать технически очень сложно, потому что мы провели гигантское количество клинических исследований, самых различных, самыми разными препаратами, где дольковый рак составляет, я думаю, там от 5 до 10% максимум. Ну, может быть, в адъювантных схемах чуть побольше, в адъювантной гормонотерапии. Но в остальном-то это же просто вот такая история, которая практически не включалась в клинические исследования ввиду ее малости, и там она не включалась в хер-позитивные практически раки, потому что их там мало, не включалась в трижды-негативные, потому что ее там тоже немного. То есть это только среди гормонозависимых раков. То есть мы имеем ее такую вот ограниченную поле для клинических исследований, как оттуда вычленить, тоже непонятно. Поэтому мне кажется, что следующие клинические исследования, которые имеет смысл проводить,
нужно отдельно делать для долькового рака. Вот просто вот отдельно и все. Можно вычленить из старых клинических исследований информацию о том, как себя вел дольковый рак там, допустим, из адъювантных исследований по CDK4/6 ингибиторам. Да? То есть, насколько хорошо это помогло, как это коррелирует внутри стадии, допустим, вот эти высоко N+ позитивные дольковые раки, насколько хорошо работали ингибиторы CDK4/6. Будем надеяться, что компании, которые проводили эти клинические исследования, там Лили и Novartis, смогут вытащить оттуда дольковый рак и сказать, действительно работает ингибитор CDK4/6 или нет. Работает, отсрачивая прогрессирование, да, или полностью истощая болезнь на вот этом микроскопическом уровне. Я мало верю, но полностью исключить не могу. Поэтому как бы нужно его вынимать оттуда, с одной стороны, это первое, что нужно делать. И второе, клинические исследования для долькового рака надо делать отдельно. И надо расширять и диагностическую панель его вариантов внутри, и делать отдельные клинические исследования. И тогда мы сможем как-то более-менее понять, как же эту болезнь лечить. Как ее диагностировать, потом как ее лечить, какой прогноз, какие нюансы и так далее, и так далее. В общем, мы коснулись, наверное, очень сложной темы, при том, что этих пациентов немало, а информация, она недостаточно. Ну вот для меня очень символично, что из нашей, так сказать, серии встреч взглядов, которая посвящена раку молочной железы, мы фактически финализируем его, так сказать, открытой рамкой считывания. Да? То есть мы, мне кажется, все-таки сегодня поставили больше вопросов, чем ответов. Ну, относительно всего остального, когда мы там подбираем слайды, вы подбираете слайды для, допустим, клинической части там, по лечению, то еще нужно сильно редуцировать. Бывает сначала там 150, это, так сказать, нужно рассказывать полдня, поэтому, ну ладно, там как-то до 50, так сказать, сейчас ужмем. А здесь, в общем, непонятно было, еще добавить бы надо, да непонятно откуда брать, потому что не было. Так сказать, моей общей теоретической части вообще у меня был один слайд. Потому что, ну, можно было еще парочку сделать там про некоторые молекулярные особенности, но глобально мы понимаем, что фактически, так сказать, это терра инкогнита. И те люди, которые хотят прицельно обращать на это внимание, как клиницисты, так и патологи, но они какой-то ящик Пандоры открывают. То есть они заходят на территорию, где, в общем, они не знают, чем, так сказать, закончится каждый там интересный случай, так сказать, поворот мысли и так далее, и так далее. И мне кажется, это очень символично. В общем, так и надо делать, потому что не должно складываться ни у кого, и, так сказать, вот у тех, кто вместе с нами этим занимается, впечатление, что ну вот ладно, мы там придумали какую-то классификацию, так сказать, что-то там немножечко какие-то детали, так сказать, дотерли, и уже более-менее все понятно. Картина, так сказать, целостная есть. Десятилетия изучения онкологии, целостной картины во многих областях нет. А фактически сейчас мы затронули ни много ни мало одну из самых частых нозологических форм по статистике, и в общем внутри нее каждую седьмую пациентку, которой это касается. Это очень немаленький, так сказать, пул больных, которые вот ежедневно на приеме у нас в виде биопсии, у вас, так сказать, эти женщины сидят и так далее, и так далее. И, так сказать, это очень хорошо, что, в общем-то, открытыми вопросами по огромной когорте пациентов мы вот эту, так сказать, серию, как бы, да, наших, ну, вот таких встреч, так сказать, воскресных заканчиваем, ну, потому что так и должно быть. В общем-то, так это и двигает дальнейшее развитие науки. Кто-то потом сделает какой-то следующий шаг и, так сказать, эти пазлы новые в эту картину доложит. Спасибо. Спасибо.